заспіваймо ми з тобою, а високим і святим гімн мистецтвом, гэтый гімн любові, хай гучить у світі тим. Хор завжди співай, нас зближай, натхняй. Дух вишей, крапчей, змацняй, співом ти здимай. Разом ми співай, разом ми нас натхняй. Разом ми, разом ми. Дорогие друзья, вот и подходит к завершению наш музыкальный праздник. За время конкурса вы смогли услышать различные исполнительские школы, лекции международного жюри,
и приобщиться к написанию всемирной хоровой истории в период пандемии. Человек такого масштаба, как Виктор Владимирович Ровда, оказал свое влияние на всех, с кем соприкасался своим творчеством. Мы услышим воспоминания протоиерея Андрея Бондаренко. Фрагменты его литургии исполнял заслуженный коллектив, академический хор Белой телерадиокомпании под руководством профессора. Но я всегда находился под большим впечатлением его деятельности как музыканта, как хорового дирижера. И наше сотрудничество, так можно сказать, потому что большинство моих сочинений он именно записал на радио белорусском. И с хором радио, то есть с радиокомпанией, и студенческим. Он их объединял. Даже сам подготовка к крещению, тысячелетию крещения Руси, в 1987 году он меня представил владыке Лорету и он попросил меня написать сочинение. Получилось такое сочинение «Похвала великому князю Владимиру» для хоров и солистов. Вот он записывал в кафедральном соборе. И вот с этого времени у нас уже пошло такое сотрудничество именно преимущественно в области православных песнопений, церковной музыки. Тогда время позволило, вот 1988 год, запреты сняты были, в общем-то, и свободно это можно было делать. Вот. Ну и, конечно, он и светской музыкой занимался, мы светские сочинения записывал, ораторию древнерусские, вечернюю молитву Сергея Гроховского с текстом для сопрано и хора смешанного. Многие другие. Вот всегда меня, так сказать, привлекала его такая скрупулезная работа, он проникал в партитуру, требовательный был очень, требовательный был. Но вот свое почтение. Конечно, можно это и по-другому исполнять. Вот. Нужно реально смотреть, как все это происходило. И, конечно, во главе хорового дела те годы, вот где-то 80-е, 90-е годы, это был Виктор Владимирович, безусловно. Хотя и другие хоры были, и все это действовало, но он был, так сказать, главным в этом деле. Я еще хочу сказать о том, что как общественная деятельность у нас была, там же фестиваль был православных песнопений в Минске, и он был заместителем, я был председателем, он заместителем председателя жюри. И вот многие коллективы, они съезжались в Белоруссию, и, конечно, это способствовало развитию опять хорового дела. Так что все это очень важно, и, кстати, надо об этом помнить.
Мне посчастливилось с Виктором Владимировичем общаться немножко и лично, скажем так, по-человечески, и, конечно же, в профессиональном отношении. Конечно же, самое яркое – это профессиональное, может быть, впечатление. Я только тогда пришла работать на радио, и одно из первых интервью я записывала именно с Виктором Владимировичем Ровда. Он был действительно великим человеком. Я, естественно, немножко робела, но в то же время он поразил меня своей мудростью, своей основательностью и своим пониманием всего того, что, может быть, я сама не до конца понимала. То есть он, рассказывая мне о своей жизни, о своей профессии, об отношении к профессии, он таким образом мне преподал урок. Урок как журналисту, музыкальному редактору. Поэтому, конечно, если говорить, то это человек-легенда, человек-личность. Вспоминая маэстро, прежде всего у меня в памяти возникает очень светлый образ, который характеризуется, если говорить о внешних каких-то проявлениях, то вот этой белой копной волос, которая придавала ему особый шарм и творческий облик. Мне кажется, что вот этот цвет, который излучает один из его портретов, где он очень улыбчивый и с огромной вот этой копной волос, вот этот цвет, он сопровождает многих его учеников и коллег вплоть до сегодняшнего дня. Мы вспоминаем профессора прежде всего как великого музыканта и человека, который жил в уникальную эпоху. Ему посчастливилось творить во время, когда духовная музыка белорусская и вообще православная и католическая духовная музыка стала появляться и иметь новую жизнь на концертной площадке. Кроме того, мы прекрасно знаем, что Виктор Владимирович был человеком воцерковленным, он очень дружил с митрополитом Филаретом и действительно сделал огромное дело для возрождения православной духовной музыки в Беларуси. Ну и, наверное, еще один знаменательный факт, который я хотел бы напомнить, это создание уникальной антологии белорусской народной песни, которая была записана хором студентов совместно с хором Белфи радиокомпании. И это действительно артефакт, который на сегодняшний день является, наверное, единственным полным или относительно полным собранием сочинений, которые особенно дороги белорусскому зрителю, белорусскому народу и в полной мере раскрывают фольклорные традиции и композиторское мастерство Беларуси XX века. Ой,
Конкурс не состоялся бы без организаторов общественного объединения «Белорусский союз музыкальных деятелей», Белорусской ассоциации хоровых дирижеров, Фонда Добра, конкурса социальных проектов Social Weekend и удивительной команды оргкомитета, в которую вошли ученики профессора, почитатели хорового дела в нашей стране и волонтеры, молодые музыканты, студенты-хоровики. Поддержка выражалась Министерством культуры Республики Беларусь, Управлением культуры Минского горосполкома. Наши призовые статуэтки изготовлены фирмой «Консулат F». За нотный материал мы выражаем признательность композиторам Беларуси и белорусской капелле «Адрадженне». Благодарим за информационную поддержку Белорусское радио, Белорусский хоровой портал, Фонд развития творческих инициатив и его директора Александра Владиславовича Соловьева, Москва, Россия, Хоровую ассоциацию «Радуга», Санкт-Петербург, Россия, Хоровой портал России и его учредителя Андрея Владимировича Горячева. Еще раз благодарим всех, кто был с нами на этапах подготовки и проведения конкурса. Призовой фонд для лауреатов стал возможен благодаря победе проекта в номинации имени Юрия Зиссера, крупнейшего в Беларуси конкурса социальных проектов Social Weekend. Руководитель Social Weekend, директор Фонда Добра Александр Скрабовский приветствует участников и организаторов конкурса. Приветствую вас, уважаемые участники, жюри и зрители международного хорового конкурса имени Виктора Ровда. Очень рад, что в эти непростые времена ваше событие все-таки происходит, все-таки случается ровно в эти минуты. Мне, человеку не очень близкому к хоровому пению, безусловно, отрадно быть причастным к вашему событию в виде данного видеообращения и призового фонда для лауреатов конкурса. Сам призовой фонд стал возможен благодаря номинации памяти имени Юрия Зиссера в конкурсе Social Weekend. Юрий обладал огромной щедрой душой и всеми фибрами своей души любил классическую музыку, притом в различных форматах, как в классическом исполнении, так и в нестандартных форматах. И, безусловно, хоровое пение является одним из них. Я даже более того уверен, что на пару с Виктором Юрий сейчас наблюдает за вашими исполнениями и улыбается всем вам. Пусть онлайн и не передает всех тех флюидов акапельного пения, ревибраций, щедрых унисонов, которые мы могли бы услышать, будь это все в офлайн. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что только искренние чувства порождают шикарное исполнение. И точно так же мы знаем, что среди участников большинство таких людей. Поэтому я уверен, что у жюри непростой выбор, но ему придется его осуществить и выбрать именно тех лауреатов, которые получат призовые номинации конкурса. Я желаю вам огромных успехов, желаю, чтобы у вас все получалось, чтобы вы любили музыку долгие-долгие годы, чтобы вы жили с музыкой и достигали всего, чего хотели бы, и заявляли об этом в полный голос. Спасибо огромное организаторам, спасибо, что делаете это событие. Инесса, от меня вам отдельная благодарность и обнимашка. Спасибо, удачи. Здравствуйте, Александр, и вам взаимная обнимашка и благодарность за поддержку всех идей, новых начинаний, которые приходят к вам на Social Weekend. Наша идея получила благополучное завершение. Мы благодарим весь местный социальный фонд Добра. Мы благодарим и чтим память Юрия Зиссера, благодаря которому не только мы, но и очень многие музыкальные проекты в нашей стране, в Беларуси, получили свое воплощение. Мы начинаем объявление результатов первого международного хорового конкурса имени Виктора Ровда. Такое необыкновенное количество и качество участников нашего конкурса удивило как организаторов, так и членов нашего жюри. И, я надеюсь, никто из вас не будет разочарован. Итак,
самая славная, самая нежная и самая душевная категория А1 – детские хоры от 7 до 11 лет. Лауреатами третьей премии становятся учебный хор младших классов «Искорка», средняя школа номер 119 города Минска. Поздравляем вас! Лауреатом второй степени становятся 4 коллектива. Хор «Жаворонок» музыкальной школы 14 из города Уфы, младший хор хоровой копылы мальчиков город Москва, младший хор хоровой школы «Юность России» и средний хор музыкальной хоровой студии «Галактика» город Санкт-Петербург. Лауреатом первой премии становятся 2 коллектива, и один из них будет победителем категории. Итак, образцовый хор «Вишенка» государственного учреждения школы 115 города Минска и победитель категории средняя группа джаз-хора Свердловской государственной детской филармонии город Екатеринбург. Поздравляем! Категория А2, детские хоры старшие от 11 до 16 лет, была представлена 12 участниками. Лауреатом третьей степени становится образцовый хор мальчиков гимназии номер 3 города Витебска, Беларусь. Лауреатами второй степени становятся несколько коллективов. Детский хор «Радуга» Ушачской детской школы искусств, Беларусь. Образцовый хор «Камертон» детской школы искусств города Гомеля, Беларусь. Общий хор старших классов школы искусств имени Стравинского, Россия. Лауреат второй степени. Образцовый хор «Крыничка» Солигорской детской музыкальной школы, Беларусь. Лауреат второй степени. Хор мальчиков хоровой копылы мальчиков и юношей имени Жуковского, наши дорогие гости. Лауреат второй степени. Образцовый концертный хор «Рамонки» Светлогорская детская школа искусств. Образцовый хор «Чаровность» город Борисов, Беларусь. Концертный хор «Клавиши» детской музыкальной школы искусств номер 13. Это все участники, получившие лауреата второй степени. А теперь лауреаты первой степени. Камерный девочий хор имени Лысенко, Украина. Хор старших классов детской музыкальной школы номер 1 имени Танеева, город Владимир, Россия. И победитель категории, лауреат первой степени, образцовый хор Кантилена детской музыкальной школы искусств номер 5 города Минска, Беларусь. Добрый день, добрый вечер. Во-первых, хочу очень поблагодарить всех участников конкурса, всех хоров, всех дирижеров. Большое спасибо вам за участие. Было очень интересно слушать все ваши видеозаписи. Это было огромное удовольствие. И особенно хочу поблагодарить всех организаторов конкурса, особенно Инессу Будяку и всех других помощников, кто помогли совершить этому прекрасному конкурсу. А теперь итоги конкурса. Надо даже одеть очки, чтобы не ошибиться. Категория Б. Третье место. И лауреат первой степени. Хор. Очень хороший хор. Нижегородского государственного университета
имени Лобачевского, дирижер Лариса Ярыкалова. Поздравляю. Второе место. Категория Б. Лауреат первой степени. Академический смешанный хор Саратовский областной колледж искусств. Дирижер Надежда Николаева. Поздравляем. И первое место, категория Б. Это хор, очень замечательный хор и очень хороший дирижер. Это камерный хор Академии хорового искусства имени Попова. Дирижер Алексей Петров. Поздравляем! Категория С. Третье место. Тоже очень замечательный хор. Концертный хор. Минский государственный музыкальный колледж имени Глинки. Дирижер Ольга Крепец. Поздравляю! И второе место, категория С. Тоже очень замечательный хор. Тоже академический хор. Академический хор студентов и выпускников Уральского федерального университета имени первого президента России Ельцина. Дирижер Светлана Дольниковская и Антон Лебедев. Город Екатеринбург. Поздравляем! И категория С. Первое место. Прекрасный коллектив. Даже очень прекрасный коллектив. Из Болгарии. Вокальный ансамбль Фортиссимо. Дирижер Милена Добрева. The first place in category C. Vocal ensemble Fortissimo, conductor Milena Dobreva, Bulgaria. Congratulations. Итак, третье место на этом конкурсе получил юношеский хор гимназии номер 3 из Витебска. Дирижер Алексей Ляхнович. Второе место получил образцовый хор гимназии колледжа искусства имени Ахремчика и дирижер Светлана Задрейко. Также второе место получил народный коллектив хор, учащийся Музырской государственного музыкального колледжа и дирижер Светлана Баева. Еще второй приз получил молодежный хор «Элегия», Барановичский государственный музыкальный колледж. Дирижер Юлия Масыбу. Также второе место. Камерный женский хор Лидская государственного музыкального колледжа. Дирижер Людмила Лисецкая.
Ну, переходим уже к первому месту. Хор юношей хорового училища имени Свешникова. Дирижеры Денис Храмов и Николай Миненков. Поздравляем. И, наконец, категория D. Главный приз. Победитель категории. Женский хор Белорусской государственной академии музыки. Дирижер Анна Алюкевич. Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели, участники конкурса имени Ровда. Для меня большая честь представить и озвучить результаты конкурса в категории Е «Церковная музыка». Лауреат второй степени, образцовый концертный хор «Рамонки» Светлогорской детской школы искусств. Дирижер Регина Котвицкая. Лауреат второй степени. Ушаковский хор юношей Успенского храма города Красногорска. Регент Надежда Зинина. Лауреат второй степени. Хор Кантикум Фестум Московского городского творческого культурного центра Ивановский. Дирижер Любовь Шангина. Город Москва. Лауреат второй степени. Мужской молодежный хор Всехсвятского прихода города Минска. Регент Антон Наумов. Город Минск. Лауреат второй степени. Концертный хор Школы духовного пения при Домовом храме МГУ. Дирижер Маркелов Сергей. Город Москва. Лауреат второй степени. Праздничный хор храма Воскресения Христова города Минска. Регент Людмила Куцелай. Лауреат второй степени. Вокальный ансамбль «Донум». Дирижер Ольга Бейшер-Барновицкая. Город Минск. Лауреат второй степени. Вокальный хоровой ансамбль «Ньютон». Дирижер Ирина Карташова. Город Королев, Россия. Лауреат второй степени. Мужской певческий ансамбль «Классика». Дирижер Евгений Бобров. Город Иваново. Лауреат первой степени. Камерный девочий хор Киевского державного музычного лицея имени Лысенко. Дирижер Юлия Пучко. Лауреат первой степени. Ансамбль храма иконы Божией Матери Царица. Регент Ольга Шелкова. Город Минск. Лауреат первой степени. Образцовый хор Кантилена детской музыкальной школы искусств номер 5 города Минска. Дирижер Инна Маргачева. Лауреат первой степени. Митрополичий хор Благовещенского кафедрального собора. Дирижер Юлия Воскобойникова. Город Харьков. Лауреат первой степени. Mansfield University Concert Choir. Кондуктор Пэджи Детвиллер, Пенсильвания. Лауреат первой степени. Курсовой ансамбль Академии хорового искусства имени Попова. Дирижер Александр Майоров. Город Москва. И абсолютный победитель категории Е. Хор Минской церкви Пробуждения. Дирижер Юрий Казакевич. Город Минск. Поздравляю, друзья! Это было интересное прослушивание, и это была очень сложная категория.
category F for gospel and spiritual choirs in order of achievement. The Chamber Choir, Christ University, conductor Andrei Morozov, laureate 3rd degree. Pop Choir Improvisation, conductor Pavel Shvedov, laureate 2nd degree. Minsk Gospel Choir, conductor Pavel Shvedov, laureate 2nd degree. Pop Choir Dar Choir of the Tula College of Arts, named after Dargamushsky, conductor Sergei Vasilyev, laureate 2nd degree. Omaha Concert Choir, University of Nebraska, conductor Dr. Derek Fox, laureate 1st degree. Choirs Ensemble of Viktor Popov Academy of Choral Art, conductor Alexander Mayerov, laureate 1st degree. And Mansfield University Concert Choir, conductor Peggy Detweiler, category winner and laureate 1st degree. Congratulations. Дорогие коллеги, друзья, любители хорового искусства, я рада поздравить всех с состоявшимся первым международным хоровым конкурсом имени Виктора Ровда. Мы все вместе сумели преодолеть объективные препоны, которые встречались на пути нашей подготовки и проведения конкурса, и сумели организовать прекрасный праздник, фейерверк хорового искусства. Ну, а теперь я хочу объявить результаты конкурса в категории G «Народная музыка». Лауреатом 3-й степени стал Смиловичский народный хор, дирижер Вероника Пташник, Беларусь. У нас 2 лауреата 2-й степени. Это заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь, ансамбль песни и танца «Спадщина» имени Иосифа Сушко, город Молодечно. И вокальный ансамбль Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей, дирижер Ирина Ушакова, Воронеж, Россия. 3 лауреата 1-й степени. Это хор «Восьмая нота» экспериментальной школы при Университете электронной науки и технологии, Китай, руководитель Керехуаси. Это хор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, дирижер Лариса Ярыкалова, город Нижний Новгород, Россия, и вокальный ансамбль «Фортиссимо», дирижер Милена Добрева, Болгария. Ну и, наконец, победитель в этой категории – это курсовой ансамбль Академии хорового искусства имени Попова, дирижер Александр Майоров, город Москва, Россия. Проанонсированный нами ранее приз «Память Михаила Павловича Дриневского» за сохранение национальных хоровых традиций вручается заслуженному любительскому коллективу Республики Беларусь ансамблю песни и танца «Спадщина» имени Иосифа Сушко, город Молодечно, Беларусь. Мы сердечно поздравляем от имени музыкальной общественности Республики всех лауреатов и, конечно же, очень надеемся, что следующий конкурс мы сможем провести, принимая гостей на нашей белорусской земле.
Здоровья вам всем крепкого, удачи и дальнейшего продвижения в творчестве. Одежь нам подета, одежь нам подета, як пятели минется. Одежь нам подета, одежь нам подета, як пятели минется. Капустина знали, капустина знали, Мы рады, что конкурсу удалось воплотить идею популяризации белорусской хоровой музыки среди зарубежных коллективов. Надеемся, что произведения белорусских авторов полюбились участниками и войдут в репертуары прекрасных коллективов, с которыми мы знакомились в эти конкурсные дни.
А сейчас с такого интересного места, центра Минска, мы объявим специальные призы конкурса. Лучшим дирижером конкурса, по мнению членов жюри, становится Анна Арлукевич, женский хор Белорусской государственной академии музыки. Наше уважаемое жюри не смогло пройти мимо удивительных выступлений наших друзей, маленьких друзей из города Екатеринбурга и присуждает им специальный диплом «Лучший детский хоровой коллектив конкурса». Дирижер Злата Козловская, город Екатеринбург, Россия. Какие замечательные голоса мы слышали на хоровом конкурсе. И члены жюри выделили лучших солистов, на их взгляд. Артур Теплицкий получает специальный диплом лучшего солиста конкурса хор юношей хорового училища имени Свешникова. Лучшая солистка, по мнению жюри, Анна-Мария Миронова, камерный девичий хор Киевского государственного музыкального лицея имени Лысенко. И, конечно, всеми был отмечен лучший юный солист Наум Пилипчук, хор Минской церкви «Пробуждение». По условиям конкурса произведений с сопровождением у нас было не так много, но жюри решило отметить за профессиональную работу в ансамбле концертмейстера народного коллектива Мозырского государственного музыкального колледжа Павла Чернякова, а также концертмейстера китайского детского хора. For best work in the ensemble, концертмейстер Ван Яланг из хора «Восьмая нота». Специальный диплом за лучшее исполнение обработки белорусской народной песни получает женский хор Белорусской государственной академии музыки, дирижер Анна Арлукевич. Идея конкурса состояла в том, чтобы как можно больше коллективов исполнило белорусскую хоровую музыку или обработки белорусских народных песен. И, конечно, жюри выбрало понравившееся исполнение. За лучшее исполнение сочинения белорусского автора награждается специальным дипломом хор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, дирижер Лариса Ярыкалова. За лучшее исполнение духовного сочинения белорусского автора специальный диплом вручается Народной хоровой капелле Белорусского государственного университета. Для слушателей и для членов жюри не осталось незамеченным прекрасное выступление вокального ансамбля «Фортиссимо» из Болгарии, кондуктор-дирижер Милена Добрева. И этот коллектив получает специальный диплом за лучшую сценическую презентацию Best Stage Presentation.
имел несколько образований, и одно из них было духовная семинария в Вильнюсе. Конечно, для нашего конкурса отметить коллективы за вклад в сохранение духовной традиции кажется необходимым. Такие дипломы получают концертный хор школы духовного пения при Домовом храме МГУ, город Москва, Россия, и митрополичий хор Благовещенского кафедрального собора, город Харьков, Украина. Специальный диплом за укрепление духовных ценностей получает мужской молодежный хор Всехсвятского прихода регент Антон Наумов, город Минск, Беларусь. Best emotional performance goes to the 8th Note Choir of Experimental Primary School from China. Congratulations! For the best artistic performance according to the COVID measures of the country goes to University of Nebraska at Omaha Concert Choir. Как радостно было видеть на нашем конкурсе хоры мальчиков. И за сохранение традиций специальными дипломами награждаются концертный хор мальчиков имени Жуковского, город Иваново, Россия, и хор мальчиков и юношей имени Игоря Журавленко, Минск, Беларусь. Еще один специальный приз за воспитание патриотического духа награждается учебный хор младших классов «Искорка», средняя школа 119 города Минска, Беларусь. Замечательный коллектив образцовый детский хор «Радуга» Ушачской детской школы искусств получает специальный диплом за убедительную презентацию коллектива. Концертный хор «Клавиши» детской музыкальной школы искусств номер 13 города Минска. Что такое хор без дирижера? Кто главное лицо в хоре? И, конечно, специальный диплом, учрежденный членами жюри за педагогическое мастерство. Ими награждены Ольга Крипец, концертный хор Минского государственного музыкального колледжа имени Глинки, Минск, Беларусь. And I'd like to say that for me it's very important. Diploma for Teach Excellence goes to Peggy Detweiler, Mansfield University Concert Hall. Congratulations, dear! Наши коллективы могли бы выступить в прекрасном зале Белорусской государственной филармонии. Для всех победителей категории были подготовлены статуэтки первого международного хорового конкурса имени Виктора Ровда. Dear friends, my name is Tom Shelton from Westminster Choir College in New Jersey. Greetings from the United States. It has been my pleasure to serve on the jury for the first annual Rovdo International Choral Competition. Over the past week, I have been fortunate to listen to 77 beautiful choirs. I would like to say congratulations to every one of you for your dedication to the choral art during these very difficult pandemic times. Your performances showed great artistic vision, musicality, and connection not only with your singers, but with the viewers on the other side of the screen in this virtual world. Bravo to all of you. Great thanks and appreciation go to Inessa, the artistic director, and Anastasia for their wonderful organization of this event. I applaud them on their energy and passion, as well as the initiative for bringing this choral festival to the world and helping us all keep choral music alive. Thank you again for your beautiful musical contributions, and blessings to you all on your musical journey. В этот весенний день мы решили узнать у жителей столицы, что они думают о пении. Пройдемте. Пели ли вы когда-нибудь в хоре? Да, когда-то я пела в хоре. Какие впечатления у вас связаны с этим периодом?
Ну, хор это всегда про компанию, про атмосферу, про хорошую музыку, про руководителя и про что-то интересное. Пели ли вы когда-нибудь в коллективах? Пела. А в каких? Расскажите, пожалуйста. Я не помню, в школе пела музыкальные, потом еще в каком-то хоре пела, даже солисткой была. Прекрасно. У вас, наверное, сопрано. Да. Да? А какие у вас воспоминания связаны с этим периодом? Только теплые. Да. Сейчас дождь поет. Да, вот только то. Здравствуйте. Скажите, любите ли вы петь? Для себя, как и любой человек, я думаю. Да, тоже для себя люблю петь. А пели ли вы когда-нибудь в хоровых коллективах? Может быть, музыкальная школа? Нет, скорее было когда-то посещало желание, что было бы интереснее как-то заняться этим основательнее, но нет, такого опыта. Тоже ни разу опыта не было, но было желание когда-нибудь, возможно, пойти в школу. Ну, я думаю, еще все впереди. Конечно, безусловно. Можно еще. Спасибо большое. Любите ли вы петь? Да, я лично люблю петь. А вы пели когда-нибудь в хоровых коллективах или сольно? Ну, к сожалению, наверное, у меня такой возможности не было. Я в детстве посещала музыкальную школу, и затем уже в более старшем возрасте решила продолжить лично для себя и стала брать индивидуальные уроки вокала у преподавателя. Здравствуйте, очень люблю петь. А что вы поете? Все, что могу, все пою. Это сольное или вы поете в каких-то коллективах? Я пою для себя. Прекрасно, спасибо большое. Ты для меня на всей земле один, тебе люблю я всей душой. Part of this competition, my ears and soul were treated to this incredible colour palette of Russian and Slavic choral music, so harmonically rich and full of emotions, often tragic. The Belarusian folk songs were equally stunning, with some very powerful storytelling by the choirs. This was a competition at the highest level. I applaud all singers and their conductors, and indeed institutions, for supporting their choirs to maintain such a high level in the middle of a pandemic. It is truly inspirational to hear so many brilliant choral performances, passionate, tender, often with great humour in their presentations under such circumstances. The children's category was especially thrilling to watch. These children are the future of choral singing, and it was so inspiring to see their level and the marvellous training that they are receiving. I sincerely applaud all these conductors in this important foundational work. A word to Associate Professor Inessa Bodiaco and her team that created this wonderful competition in memory of a much loved choral master, Victor Rovdo. It has been especially hard under distance format conditions to create this competition platform and has required much more work and creativity behind the scenes, yet you have managed to do it. My heartfelt thanks to Inessa and her team for inviting me to take part in such a fantastic creation. I congratulate each and every conductor, participant choir and their accompanying musicians for what they have achieved. Bravo, tutti! Иоанн, чего же мы с тобой еще не сказали? Вроде бы завершается наш конкурс, выступили члены жюри, но какой-то момент недосказанности. Алиса, все наши конкурсанты с нетерпением ждут вручения Гран-при. Дорогие участники конкурса, я председатель жюри, меня зовут Роман Сванакс, и мне большая честь объявить победителя Гран-при. Как вы знаете, конкурс был очень-очень серьезным, столько много участников, я даже не представляю, как мы это все могли выслушать и очень объективно стараться оценить. Но, конечно, в каждом конкурсе есть самые лучшие. Но все равно, я считаю, что каждый, кто участвовал в этом конкурсе, тоже по-своему лучший. Но самый-самый лучший – это, конечно, победитель Гран-при. Гран-при – это всегда дает какое-то особенное достоинство хору и, может быть, дает какой-то новый стимул достичь новой высоты, где можно уже постараться перейти на новый уровень. Хор-победитель, конечно, это большая честь,
И я надеюсь, что этот хор, который получил это звание победителя Гран-при, я думаю, что сами поймут, что это только одна вершина, но еще много вершин впереди. Итак, победитель Гран-при. Ой, я читаю. Да, правильно. Камерный хор Академии хорового искусства имени Попова и дирижер Алексей Петров. Город Москва, Россия. Поздравляем!
Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Роман Сванакс. Я профессор Музыкальной академии Латвии имени Язепа Витолса. И мне досталась большая честь быть председателем жюри этого международного конкурса. Международный конкурс имени профессора Ровдо первый раз получился очень необычным. Мы все слушали ваши записи, но я надеюсь, что второй конкурс уже будет в Минске, в Беларуси. Мы все там будем вместе, будем слушать и учиться друг от друга, и будем радоваться тем, что мы имеем, наше хоровое пение. Дорогие друзья, так жаль с вами расставаться, но всегда наступает время прощания. Спасибо за каждое мгновение, которое вы подарили нам своим творчеством, своим участием, своим желанием и, конечно, исполнением белорусских сочинений, обработок белорусских народных песен. Я желаю каждому из вас крепкого здоровья, процветания и долгих-долгих лет жизни, чтобы мы обязательно с вами встретились в городе Минске, на этой площади, у этой Минской ратуши. Спасибо, дякуй, thank you. И, конечно, наш слоган «Спявай, натхняй, сближай». Бывайте здоровы!